Все служители, кроме Цянь Даолю? Духовная империя хочет закончить все за один рывок. Да, эти титулованные, что прибыли от Цянь Даолю, покруче будут, чем те, что сражались раньше за Духовную империю. Хризантемка и Призрак с ними и близко не стояли. Когда 6 жрецов появились над перевалом, сразу почувствовалась мощь и великая сила. Особенно стоит отметить титулованного Золотого Крокодила, 98 ранга. На пике своих сил он будет в разы сильнее ослабленной Бибидун. И да, в аниме почти всех священнослужителей сделали сильнее. Например, титулованный Сине-Зеленый Феникс и титулованный Лев оба на 97 ранге, хотя в новелле они имели 96 уровень. Но это неплохо, так будет даже интереснее наблюдать за их сражениями. Бибидун снова спаслась, ей повезло остаться в живых из-за появления жрецов. Тансан остался один против двух братьев с драконьими посохами. Они годами оттачивали навыки общего боя, поэтому, как они сами сказали, вместе не уступают силе самого Цянь Даолю. У них по-любому есть навык слияния, потому что их духи идентичные, а сами они близнецы, их понимание друг друга максимум возможного. В общем, эти титулованные священнослужители очень впечатляют, да и навыки у них интересные, необычные. Чувствуется разница между ними и обычными титулованными, типа Змеиного Копья или Рыбы-Дикобраза. На удивление, все священнослужители выглядят очень молодо, хотя всем уже за 100 лет. Например, братьям с посохами по 120 лет, а титулованный крокодил имеет возраст более 150 лет. Да, не просто придется Тансану, монстрам Шрека и всему войску Небесной Империи. К слову, ошибка императора Сюэбена уже стоила жизни сотни тысяч воинов. Он дал приказ немедленно захватить перевал, но внутри их ждала смертельная опасность. Только что прибывшие жрецы, а вместе с ними армия 5000 мастеров, уничтожили почти всех воинов Небесной Империи. Только прибытие клана Чистого Неба сможет разрешить эту ситуацию. Впрочем, эти мастера Зала Духов не спешили нападать. Их первостепенная задача – защитить перевал Цзелин. Но в конце серии показано, что титулованный Феникс и Лев только тянули время и отвлекали Чинсиня и Гурона, так как в это же самое время титулованный Перо Света планировал атаку на самого Императора Небесной Империи. Да, рядом с ним находится титулованный Ядовитый, но он только 92 ранга. Сможет ли он защитить Императора от Жреца 97 ранга? Этот титулованный Пера очень любопытный мастер. Он имеет седые волосы и использует навык льда и снега. Его оружие похоже на лук и стрелы, но имеет более сложную конструкцию. Он стрелял прямо своими ногами. В трейлере показали, как он выпустил 8-й навык под названием «Конец» или «Остановка». Возможно, его действие похоже на сферу замедления, что вызывали призраки Хризантема. А в это же время, согласно анонсу, Тансан будет занят битвой с двумя братьями. Их противостояние очень жаркое. Братья искали возможности убить Тансана, объединив силы. Когда Тансан с ними бился, титулованный Лев продемонстрировал очень презрительный взгляд. Два брата использовали свои 8-е навыки, и Золотой Лев был абсолютно уверен, что Тансан не выдержит такой удар и погибнет. Но Тансан может использовать 2 навыка духовных костей одновременно. Это мы и наблюдаем в трейлере. Кость правой руки и левой руки одновременно отражали атаки с двух сторон. Силу, полученную от 100-тысячелетних зверей, обезьяны Титана и буйвола Питона, не стоит недооценивать. Правая и левая рука Тансана буквально взорвались, и навыки костей выстрелили в братьев. Эта сцена полна напряжения. Один из братьев буквально кричит изо всех сил. Но когда Тансан отбил эти атаки врагов, титулованный Лев был поражен и буквально потерял дар речи. Палка Паньлун, конечно, сильна, но по сравнению с трезубцем морского бога она ничто. Поэтому мы видим момент, где показано, что один из братьев серьезно ранен. Первой жертвой стал 15-тонный титулованный. Несмотря на то, что он держал спиральный посох дракона крест-накрест перед собой, в защитной стойке, перед ним был трезубец морского бога, весом 54 тонны. С громким взрывным звуком трезубец ударил по извивающемуся посоху дракона, и без всякого ожидания 15-тонный титулованный был сброшен с вершины стен перевала Цзелин. Из его рта бешено хлестала кровь. Хотя это не причинило ему серьезного вреда, по крайней мере потребуется некоторое время, прежде чем он сможет снова встать. Двое сражались против одного, но Тансан не проиграет, хотя бы потому, что впереди его ждет битва с главарем, титулованным Золотым Крокодилом. Этот враг еще сильнее, а ставки выше. Тансан недавно победил 5 старейшин Чистого Неба, все они были титулованные. Поэтому справиться с двумя мастерами 96 ранга он тоже сумеет. Да, мы ждали появления Танхао в этой или следующей серии, но сюжет движется немного по-другому. Создатели решили больше внимания уделить битвам со жрецами. Но не стоит переживать, Танхао и Чистое Небо придут обязательно, нужно только подождать.
Спасибо большое за просмотр. Напишите в комментариях, кто из священнослужителей Зала Духов вас впечатлил больше всего. Подписывайтесь на канал и всем пока.